Всех приветствую на моем канале, меня зовут Елена. Это канал «Вяжу с удовольствием». Сегодня я вам хочу предложить видео по созданию вот такой вот маленькой детской сумочки. Но эта сумочка связана в детском варианте только потому, что это образец. Я хотела попробовать такую технику, что из нее можно сделать. Не знаю, конечно, что меня навело, может быть, я где-то и видела. Вот. Но я посмотрела в YouTube, я такого не нашла. И решила с вами поделиться вот результатом. Я хочу сделать такую сумку во взрослом варианте для себя, в виде пляжной сумки или в виде такого летнего аксессуара. Такой, я думаю, точно ни у кого не будет. Единственное, что если у меня хватит терпения на изготовление этих кружочков. Здесь я использовала остатки пряжи. Еще вот вам как вариант, куда их можно пристроить. Вот, например, сделать себе косметичку. Или, если использовать подкладку, конечно. Или вот такую детскую сумочку, которая, я думаю, порадует любую девочку. Она яркая, интересная. А вот застежка здесь на кнопочку. Вот так. И она на такой вот ручечке. Вполне даже можно ее перекинуть через плечо. Туда поместятся какие-нибудь игрушки, расческа, зеркальце. В общем, для маленькой модницы отличный вариант. Я думаю, что моя племянница так это точно оценит. Она у меня такая творческая девушка. И всего, правда, 4 года. Но она очень-очень любит все яркое, интересное, необычное. Ну и все, кому интересно, оставайтесь, смотрите видео дальше. Здесь у меня использовано вязание крючком и бросовый материал. Как я вязала эту сумочку, смотрите видео. Всем приятного творчества. Поздравляю всех с наступающим 8 марта. Всем здоровья, удачи, большого творческого вдохновения, весны. В общем, всего самого доброго. Для работы нам понадобится какой-то пластик, любой бросовый. Это бутылки из-под шампуня, стирального порошка, средства для мытья посуды, жидкого мыла, в общем, от чего угодно. Вот можно такой использовать прозрачный пластик. Не знаю, видно его здесь или не видно. Вот он, прозрачный. Но чтобы он был плотный и такой гибкий. Или лучше всего, конечно, вот такой вот белый. И очень такой твердый пластик. Из него получаются такие очень хорошие кружки, но его очень сложно стричь. Итак, берем какую-нибудь круглую форму. Если у вас нет циркуля, если есть циркуль, то это вообще прекрасно. А циркуль лучше, конечно, с 2 иголочками, чтобы не было видно. Но если нет с 2 иголочками, то можно и карандашный циркуль, без разницы. Грифельный, вернее. Обводим, у меня тут просто кусочек очень маленький, обводим, вырезаем, намечаем центр. Если вы делали циркулем, то центр уже у вас будет. Если нет, то здесь можно сделать следующим образом. Сначала пополам по одному диаметру согнуть, потом пополам по другому диаметру согнуть и на пересечении отметить центр. Потом также, когда будете уже другие кружки обводить, и по этому кружку можно намечать другие кружки. В общем, вырезаем кружок, потом берем вот такие ножнички, лучше всего маникюрные, и в центре начинаем вот так вот проделывать дырочку. До сих пор начинаем ковырять эту дырочку, чтобы ножницы прямо вот до этого места ушли в пластмассу. Потом начинаем постепенно дырочку расширять. Сначала половинкой вот таких толстых ножниц, вот так делаем. Потом закрываем ножницы, на другой стороне кружочка делаем то же самое. Вот, и дырочка получается вот такая большая. И вот остатки тут какие-то остаются, конечно, пластиком. Вот так потом маникюрными ножничками это все срезается. Все, получается здесь вот такой кружок. То, что он там не сильно ровный, это вообще не важно, поскольку этого видно не будет. Они все равно все потом будут вот такой вот круглой формы. Вот, пожалуйста, они все получаются вот такие кругленькие. В
Вот когда пластик белый, он просвечивает белым. Видно, да, что просвечивает. А когда пластик прозрачный, сейчас покажу, где-то у меня здесь был, прозрачный не так видно, но все равно, конечно, он просвечивает. Но белый тоже неплохо, в принципе, как бы ничего, что это просвечивает. Можно, а вот, например, из букле получается вообще идеально. Здесь вот на этой стороне, на лицевой, ничего не видно. Он ниток берет меньше и закрывает гораздо плотнее. Итак, начинаем обвязку наших кружочков. Можно использовать вообще любые абсолютно остатки ниток. Единственное, что вот желательно, чтобы они были одинаковой толщины, ну примерно хотя бы. Вот у меня здесь есть такой один кружочек, он достаточно из толстых пряжи получился, и он такой пухлый. Он немного выделяется на остальном фоне. Ну, как бы ладно, ничего страшного. Я его куда-нибудь вниз отправлю. Ну, вот поэтому желательно, чтобы ниточки все-таки подходили по размеру, хотя бы примерно друг к другу. Вот. Я возьму сейчас вот такие вот. У меня есть симпатичные, мохнатенькие тоже. Делаю первую петельку сначала. Так. И вот сюда вот вкалываюсь. Вот петелька на крючке. Я вкалываюсь в центр и протаскиваю ниточки все сюда повыше, натягиваю и провязываю петельку. Получилось. Дальше еще воздушную как бы петлю, чтобы у нас ниточка осталась за работой и закрепилась. И начинаем делать обычные столбики без накида в серединку и провязываем. Ниточку натягиваем, чтобы ниточка не болталась на пластмассе. Вот таким вот образом. И так закрываем весь кружочек наш. Так вот обвязываем. Столбики я не считаю абсолютно, потому что мне это здесь не важно. Но если, конечно, вы будете делать какую-то потом там еще узорчатую, как сказать, господи, узорчатое, в общем, соединение, если у вас будет какое-то друг с другом, если вы захотите кружки соединить при помощи какого-то узора, то, конечно, нужно будет считать столбики, чтобы на каждом кружочке было одинаковое их количество. И опять же, если вы будете как-то по-интересному соединять, то опять же должно быть соответствие ниточек друг к другу по толщине, иначе будет некрасиво. И не будет одинакового количества столбиков на разных кружочках, они будут разные. Вот. Удобнее, конечно, всего здесь использовать однотонную пряжу, либо если это однотонная пряжа, то тогда не однотонная, если вернее пряжа, то тогда она, конечно, должна быть абсолютной, подходить по толщине. Еще раз повторяю. Ну вот, вот таким вот образом, надеюсь, вам видно было, мы будем обвязывать весь кружок. Когда кружок полностью обвязан, я соединяю ниточку, можно где-то повыше соединиться, это не важно, и делаю завершающую соединительную петельку, отстригаю ниточку, протаскиваю кончик этой ниточки в петельку, затягиваю и прячу кончик сразу же на противоположной стороне. Вот просто протягиваю его сюда, еще разик. Побольше ниточек взять. Все. Вот получается такие красивые кружочки. Он был не очень ровный у нас сначала, но вот, как видите, стал нормальным, ровненьким. Вот у меня заготовлено 15 штук. Вот в таком порядке, как они сейчас расположены у меня здесь, я их буду соединять друг с другом. Конкретно вот в этих точках и вот в этих точках.
И так вот я буду соединять все вот эти кружочки. Сейчас покажу, как я это буду делать. Я буду использовать обычные катушечные нитки. Даже не важно, в принципе, здесь какого цвета, поскольку у меня это все здесь разноцветное. И я буду соединять все равно на изнаночной стороне. Но уж если хотите быть очень-очень таким, как сказать, соблюдать все, лучше взять, конечно, мононить. Она прозрачная, бесцветная, но все-таки с ней неудобно работать. Ее, конечно, совсем не видно, но неудобно с ней работать. И я почему-то не уверена, что она не вылезет. Все-таки здесь трикотаж. Так, вот я закреплю просто здесь. И вот так вот прихвачу ниточкой на изнанке. Просто в одной точке. Все закрепляю. Все эти кончики отстегнем. Так. И продолжаем дальше. Чтобы не нарушить рисунок, держим все это здесь. Так, теперь сюда присоединяем вот эту, вернее, вот этот кружочек. То же самое стараемся это все делать, чтобы стежки были параллельны друг другу. Вернее, место сшивания, ну, как бы тут у нас стежки есть. Так, вот у нас первый рядок почти готов. Вверху мы делаем то же самое, чтобы верхние точки все тоже были параллельны друг другу, вот эти вот места соединения. Отстригаем кончики. Продолжаем дальше. Не взяла свою игольницу я, к сожалению. Вот что получается. А вот теперь мы будем вот так соединять. Теперь у нас уже будет вверху вот здесь соединение. Так, вот. Еще раз соединили. Так, теперь у нас это получается вот так. Нам нужно сейчас соединить вот этот с этим, а этот с этим. Сначала вот так накладываем, соединяем. Закрепляем ниточку и делаем еще пару стежков. Подтягиваем. Ну и тут ниточку закрепляем, и все. Потом уже мы соединим
вот в этой точке. И так мы будем дальше соединять. Вот здесь, вот здесь, вот здесь, потом вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь. В общем, все кружочки соединяем, и я потом включусь снова. Сейчас я буду закрывать вот эти большие отверстия, которые у меня здесь. Вот таким вот нехитрым способом, с бусинкой. Для этого я беру какие-то ниточки, желательно, которые здесь присутствуют. Не очень толстые. Я буду делать вот эти вот розовые. Делаю петлю на крючок. И нахожу серединку вот этой стороны ромбика нашего, который у нас между кружочками находится. И делаю такую соединительную петельку. Так, вот. Теперь я делаю 2 воздушные петли. 1, 2. Нахожу серединку следующей стороны ромбика. Вкалываюсь крючком в серединку. Делаю тоже соединительную петлю. Вытаскиваю крючок. 2 воздушные петли. 1, 2. Нахожу следующую сторону ромбика и тоже делаю соединительную петлю посерединке. 2 воздушные петли. 1, 2. Это у меня получается 3-я здесь уже сторона квадратика. Нахожу середину вот этого вот кружочка здесь, стороны кружочка. 2 воздушные. 1, 2. И вкалываюсь в самую начальную петлю. Делаю соединительный столбик. Все, у нас получился вот такой квадратик между сторонами. Отрезаю ниточку подлиннее, чтобы у нас еще можно было закрепить бусинку. Так, отрезали. Я беру бусинку, ниточку закрепляю сначала. Так, теперь одеваю бусину на крючок и ниточку протаскиваю. Тут достаточно большие отверстия. Теперь я крючок беру на изнаночную сторону, вставляю вот сюда в уголок. И отсюда эту ниточку убираю на изнанку. Так, получается у меня вот такой элемент. Здесь на изнанке я ниточку закрепляю тщательно, чтобы у меня здесь бусинка никуда не убралась, не убежала. Так, 1 раз закрепили. Желательно еще раз закрепить, даже не 1 раз. 1 и 2. Прячем ниточку и отрезаем. Здесь вот эти все лохмотья. Так, вот что получается. Довольно симпатично. И я буду так все отверстия закрывать здесь, которые у меня есть. На этой стороне точно так же у меня 1, 2, 3, 4 получается. Потом у меня будет здесь же такое же закрытие еще вот здесь. И вот тут у меня еще такой треугольник получается. 1, 2, 3. Здесь будет тоже бусинка. Аналогично на противоположной стороне. И вот здесь нужно еще соединить просто как бы шовчиком. Ну и вот все. Потом я подумаю над тем, что можно сделать сверху.
Продолжаем дальше. Вот итог моей работы. Такая сумочка у меня получилась. Я ее сделала в детском варианте. Как раз праздник 8 марта. Я ее подарю своей племяннице в дополнение к подарку. Она у меня получилась вот такая. Все-таки вот эта форма, она не очень удобная. Лучше, конечно, делать просто, сложить напополам и сделать такую обычную квадратную форму или прямоугольную. И когда и гораздо удобнее работать, и получается отверстия вот эти боковые отсутствуют. И удобнее гораздо будет пользоваться. Я думаю, что поэтому это как бы мой пробный вариант. Но все-таки мне нравится. Я сделала вот такую кнопочку пришивную обычную. Вот, застегиваться будет на эту кнопочку. Внутри она, там еще ниточки я не все убрала, правда, но сейчас этим займусь как раз. Сделала я ручку, связала 3 цепочки из воздушных петель по 75 петель, сплела косичку, одела на кончике бусинку и сюда ее привязала. Довольно удобно оно висит. Сумочка устойчивая. Вот. И, в принципе, неплохая получается. Ну, вот как идея, как вариант, можно сделать большую себе пляжную сумку, летнюю сумку, если использовать какую-то однотонную пряжу. Вот, одинаковой толщины. Получится отличный летний вариант. Ручку тоже можно сделать из таких же пластиковых кружочков. Например, ее вот так вот сделать. Получится тоже неплохо, я думаю. Ну все, творите. Всем огромное спасибо за внимание. До новых встреч на моем канале. С вами была Елена. Буду вам благодарна за подписку, за ваши комментарии. Любой комментарий для меня важен. Я все читаю, всегда отвечаю. Увидимся в новых видео. Пока-пока.